Ну что, Ася, я нормально выгляжу? Ты прекрасно выглядишь. Правда. Правда. Очередное жилье и очередная распаковка, которая уже там чуть-чуть подраспакована, потому что мы здесь общались с хозяином. Пойдемте смотреть. Мы пока еще сами всего не видели. Все не посмотрели. Вот тут любители они холодного света здесь, да? Может быть, же другие лампочки не продаются. Гостиная. Мы живем сегодня на вилле. На вилле. Это тоже все наше. Потом прогуляемся. Обязательно, заплетается язык. Обязательно прогуляемся в саду. Все в сад, вы же понимаете, да? Потому что здесь он тоже есть. Посмотрим, как устроен местный сад. Это гостиная. Это большая столовая. На другом конце стола, тот, с которым я жила. Какой-то такой дачный немного, да? Ну, уютный. Ну, уютный такой вариант. Здесь можно по кругу ходить, спальня круги наворачивается. Как думаешь, какой свет будет, теплый или холодный? Холодный. Ты угадал. Прям вот любители. Здесь холодного света. Спальня. Ой, это и графика Здесь тоже интересная. холодный свет. Здесь вообще никакого света пока нет. Большая просторная спальня, большая кровать, шкафы, кухня со всем необходимым. У нас даже есть кофе для этой кофемашины. Это прекрасно. Духовка, плита, шкафы, посуда. Там, кстати, есть такой красивый, смотри. Люблю красивые чашечки. Это какой-то английский фарфор, по-моему. Тоже. Да. Красиво. Ванная, комната. Это из окна. Кто там стоит? Кто стоит? Ванная, Пылесос стоит. туалет, умывальник. Все очень просто. Здесь у нас живет чемодан. Здесь живет чемодан. Танцплощадка. Здесь можно тоже, видимо, ужинать, завтракать, обедать. Если бы владельцы этого места чуть-чуть бы позаимствовали опыт у тех владельцев. Кассита Да, остановились сегодня. В плане, не обязательно там какие-то вот эти вот welcome package, еще какие-то, а просто хотя бы просто обустройство интерьеров, Какие-то детали деталечки, где-то мебель, Именно где-то для ароматные удобства, типалки да. или еще чего-то, люстры, там, не знаю, хотя бы, ну что-нибудь такое, то цены бы этому месту не было Да. столько. Ну и оно много. ближе к пляжу находится. Да. Здесь чаще хорошая погода, наверное, меньше. Огромное количество места, и можно так это красиво сделать. Чуть-чуть не дотянуто. Ну да. Ну, в целом приятно. Ну, как дачка. Дачка Да. выглядит как дачка. Ничего, не уткнусь ни в какой кактус. Не надо. Гибискусы. На самом деле очень много здесь незнакомых каких-то растений. Вот я, например, не знаю, что это такое с желтыми цветочками. Несколько уровней. Здесь, видимо, будет что-то распускаться розовыми цветами, да? Не знаю. Это уже ягодки, мне кажется. Может быть, это ягодки. Да, несколько уровней. Территория огромная. Она прям вот туда, до вот тех домов, которые там видны вдалеке. Сосны с такими длиннющими иголками. Здесь, смотри, как приятно ходить. Так, заходи сюда и прям как ковер. А кактусы всевозможные. Разве это кактус? Ну а что это? Нет, это какая-то пальма. Видишь? Конус какой-то. Конус. Кактус с горохом нут. Какой-то, да? Кактус, у которого голова болит. Похоже на микроличи. Ну, конечно, уход это все требует невероятно. Вот такой вот уровень сюда заходишь. Это тоже было написано, что барбекю здесь можно что-нибудь нажарить себе. Может, какие-то цветы в горшках стоят. Ну, видимо, не сегодня это все. Погода не очень-то. Какое настроение дачное, да, здесь? Да. Так, опять же, в этой поездке у нас пока еще такого не было. Тебе бы такую дачу дать, ты бы тут, развернулся бы. Возможно. А может быть, ну слушай, попробуй охвати вот это все. Мы бы спросили совет у тети Надечки, она бы нам... Ой, Котя. 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 Кс-кс-кс-кс-кс. Это... похоже на лимон, но почему-то они какие-то торчат от веток. Торчащие лимоны. Лапы. Да. Пальцы такие. Красивая. И цвет какой-то вообще флуоресцентный, да? Аж прям аж светится зеленый. Пахнет сосной. Чем-то другим, просто пахнет чем-то приятно Австралией. зелёным. Пахнет Австралией. Пахнет калином. Саша и авокадо. Здесь манго. Манго.
А что-то они прям такой толпой растут? Ну, это да. Это вот уже желтый. Ой, Придется есть теперь. теперь его придется съесть. Понюхай. Ну, пахнет манго. Пока его вот здесь вот оставим, я не буду выносить, он липкое. Если что, люди, манго здесь. Потрогал манго, оно такое хобано и в руке уже. Авокадо, пожалуйста, не собирай. Авокадо не буду собирать. Маленькие авокадочки. Они еще твердые. Такое ущелье маленькое. Вот это Здесь вот, раньше тек ручей горный. да, вот эта вся территория, это вот вся вот принадлежит этому дому. Карабасу-барабасу. Представляешь, как здесь можно развернуться? Ну, так и назовем его Карабас-барабас. Карабас, да. Кому принадлежат эти луга? Здесь Карабасу-барабасу? помидоры Маркизу-барабасу. фиолетовые. Да вот там вот, ну, можно было бы здесь, конечно, развернуться, но представляю, сколько на это нужно сил и времени. Много. Представляешь? Вот это вот все. Еще и учитывая, что дожди здесь бывают 5 раз в году. 5 раз в году, да. Как сказали нам хозяева. Как сказал нам Маркиз Барабас. А Карабас-барабас это из Буратино. Да, А там Маркиз Барабас. Все, спустились мы вниз. Ну, дальше уж как-нибудь сами подниметесь, да? А Да. нам найти теперь, разыскать манго и, может быть, его съесть. Ну, красиво. По-дачному, но красиво. Хотя, знаешь, ну, всем бы такие дачи. Да. Тебе бы такую дачу, ты бы здесь развернул. Оставленный манго, случайно сорванный, в дом пробовать манго. Ну как? Пахнет вкусно, пахнет манго. Ну-ка, попробуй. Волосатая? Ты не дочистил. А, слушай. Вкусно. Вкусно? Не зря сходили на экскурсию в сад. Правда вкусно. Ну, он мог бы быть посочнее, как и там, например, тайские манго. Или мексиканские. Но вполне. Канарский манго мы еще не ели с дерева. Мы решили воспользоваться тем, что здесь есть стиральная машинка, пусть и без сушки, но постирать уже свои толстовки. Потому что они что-то уже все. Заехали в любимую уже, полюбившуюся нам Меркадону и купили кокосовое мороженое в кокосе, которое тоже очень полюбили, которое мы уже всячески рекламируем. Оно прям как пломбир, да? Похоже на кокосовый пломбир. Мягкое такое, очень нежное, тающее. Нежное, вкусное, в меру сладкое. В общем, будете на Канарах, рекомендую. Мы его пока видели только в Меркадоне, может быть, где-то еще есть. Это как Киркланд продается только в Костко. По-моему, это меркадонский бренд. В общем, рекомендуем. Наш друг был здесь тоже на островах. Да, да. Снимал в сторис про это вкуснейшее мороженое, и как только я и Саша тоже, оказывается, увидел эту сторис, это все, о чем мы могли мечтать. Я сразу заскринил ее, и все, у меня в глазах было Меркадона, кокосовое мороженое. Мы в первый же день, да, пытались найти Меркадона, не нашли. Нет. Я не помню, во второй день мы, по-моему, все-таки до него сразу добрались, да? Да. Очень Вкусно, вкусно. правда? У Леши минутка возмущения дорогами на Тенерифе. Я могу далеко больше, чем минутку провести за этим занятием. Да, они нас вымотали. Какое количество машин, не только обязательно туристических, но и их местных, ну, много людей на острове живет. Большой остров с большим количеством жителей. Более тупой организации дорожного движения вокруг крупных трасс я не видел. Мы попадаем всегда в пробку, даже если нам не надо выезжать на крупную магистраль типа ТФ1, мы всегда попадаем в пробку, потому что выезд на эту магистраль проходит через цепочку круговых движений, каждый из которых как-то организовано наитупейшим образом. И вот и стоит 800 там, до километра стоят люди, чтобы выехать на круговое, на которое нам и выезжать-то не надо. Нам нужно по касательной. Но мы стоим, все стоят, и все подъезд к этому круговому стоит, а потом к следующему круговому, а потом это прям застрелиться. Мне кажется, я много где водили, но здесь прям почему-то раздражает больше всего. Да. Хоть на вертолете летай. И вот из-за этого, это как раз, наверное, самая главная причина, почему мы так вымотаны здесь.
каждый день он заканчивается какой-то адской усталостью. Мы вроде много всего тоже изъездили и на Ла-Пальме, и на Гран-Канарии. Но так, как на Тенерифе, мы не уставали ни там, ни там. Просто какая-то дикая усталость в конце дня, которая даже не физическая. Мы физически здесь не так много чего делаем. Мы не хайкаем десятки километров, как это обычно мы делаем. Мы только едим. Мы едим, да, и ездим на машине. Но вот эти вот езда на машине на Тенерифе, она просто дает такую дикую усталость, эмоциональную, что потом просто реально к концу дня мы в красивом месте, но к концу дня хочется просто лечь на кровать, все закрыться и оставить в покое. Очень устаешь. Тенерифе, скорее всего, останется не самым любимым нашим местом на Канарах. И если бы, зная сейчас все это, переиграть план, мы бы оставили на него еще меньше дней. На самом деле хватило бы поездки на Тейда и все. Ты же в Маску не ездили бы. Нет, ты что, вообще кошмар, нет. На Тейде было все организовано как-то прекрасно, но нам еще повезло, мы приехали не поздно туда и припарковались, потому что когда мы уже отъезжали, там были сложности с парковкой тоже. Нет. Тенерифе, спасибо. Сейчас нам устроить Тенерифе. Просто спасибо. Просто спасибо. И на самом деле тебе вот этот цвет и вот это вот бэкграунд настолько хорошо идут. Рассказывай еще что-нибудь, так красиво все смотрится. Мне все. У меня все. Ну и все. Теперь эти шкарлупки мы помоем и уберем в чемодан. И у нас уже сколько там будет? 6. Как раз 6 порционных таких шкарлупок, да. Но это не предел. Потому что мы еще собираемся есть это мороженое. Мы, облако и Тенерифе, это какие-то неразлучники просто. Просто еще у нас здесь все связано с облаками. Да. По дороге с облаками. Это мы есть идем. Дерево какое огроменное. Из тумана вырастает. Как айсберг. Да. Нашли местечко для еды. И мы здесь одни из немногих посетителей. Здесь, в этом зале, мы за столиком. В соседнем зале еще пара сидит тоже. Очень трудно было получить место. Да, зарезервировали заранее, за несколько месяцев. На самом деле, мне кажется, что все испугались шторма, потому что там на улице что-то готовится очень интересное. Уже туман везде, ветер дует, и сейчас того и гляди, ливанет. Поэтому мы решили тоже далеко не ехать в своем небольшом городке, в котором живем, Арона называется. Нашли местечко, кстати, с трудом, потому что все закрыто. Будем пробовать местную еду опять. Канарийскую. Канарийскую, да. Канарейки мы или что? Да. Здесь у нас традиционно мохароха, моха-верде. Уже не надо объяснять. Да, зеленый соус, красный соус, хлеб тепленький, булочки. Давай есть. Еще какой-то третий есть. Вот этот какой-то необычный соус. Такой мазик какой-то, да. Да. Здесь зеленый, красный и необычный. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Вкусный хлеб, вкусный соус. Хлеб обычно здесь приносят не как во Франции, не просто так, хлеб за деньги. Иногда спрашивают, принести или не принести. Иногда приносят, ты можешь его не есть. Но мы решили, что в этом месте достаточно милые люди работают, по всей видимости. Да. Мы будем есть хлеб. На самом деле выбор канарийских блюд у нас достаточно традиционный для нас уже. Мы взяли жареный сыр, он везде разный. Он получается разный. То так его приготовят, то с таким соусом, то с сяким. Козу взяли опять, потому что нам понравилась коза. И мясо с ананасами. Ребра, картошка и ананасы. И ананасы. У них есть ананасы. У них но есть. Нет у нас ананасов. А у них есть. А у них есть.
Так, я с красным соусом хочу, с мохором. И жизнь снова возвращается, да? Еда на горизонте. Ну как? Вкусная? Аджичка такая. Вкусные. Они немного пожиже, чем мы привыкли есть. Но такие, но посвежее. К сожалению, пива локального в этом ресторанчике чудесного не оказалось. Безалкогольного. Безалкогольного. Только Хайнекен. Нам сказали нет. Официант сказал, что он понимает нас. Нет. Ему тоже не нравится. Пьем воду. Газированную. Уже третий раз мы заказываем, да, и третий раз выглядит по-разному. Ну, здесь мохароха, мохаверде опять. И сам сыр. Пахнет вкусно. Пахнет вкусно? Да. Пахнет сыром. Ты решил с мохаром? Да. Вкусно? Вкусно? И вот здесь обжарили не до корочки, Угу. как бы в прошлый раз мы брали. Да, до там корочка да, была. вкусный. А тут его просто как бы Прихватили. прихватили, чуть-чуть разогрели. Вкусно. Вот это еще больше похож на такой рассольный сыр, да? Но не сильно соленый. Такой сливочный. Вкусный. Очень вкусный. Я даже не могу понять, на что он прям так сильно похож. Что это очень сильно напоминает, я не могу понять. Вкусно. Очень вкусно. Красным. С мухорохом. Прям вообще. Песня. Сырная. Мне кажется, там какие-то трудности перевода да возникли. Или у них тоже нет ананасов. Или у них тоже нет ананасов, либо вместо ананасов кукуруза, да? А это коза. Ну, порции просто. Я еще издалека увидел, когда нам их несли, я подумал, может быть, мы зря сыр заказали. Агромнорцы. Это, я так понимаю, что свиные ребра. Ну, Но интересно, что они прям выглядят розовыми. они как холодец, видимо, такие вытомленные. Ну, они не сырые. Ну нет, не сырые. В смысле, они выглядят... Ну, я никогда не видел свиные ребра такого цвета. Ну, как вареная ветчина, они же тоже розовые. Да, очень вкусно. Они не на гриле. Я не понимаю, что с ним произошло, но они очень вкусные. Ну, там леные, наверное. Они очень нежные, очень такие, прям на волокна расходятся. Но обычно, когда там лёные какие-то, ты привык, что оно такого цвета, вот как коза приготовлена, примерно такого. Оно распадается на волокна и все, а это такой розовый. Вкусно. Ну, здесь много-много зеленого соуса, и оно в результате во вкусе этой свинины достаточно отчетливо. Коза тоже другая. Другая коза. Ну, скорее всего, не та же самая. В том месте была такая покраснее, такой пикантный такой соус был, а здесь она тоже вся прям разваливается аж. Аж прям просто она как десерт, ложкой можно есть. Мясо прям тает во рту. Вот в прошлый раз мы брали, оно не такое было. А здесь прям нежнейшее, просто вот прям костей отходит, всему прям просто какой-то прям десерт. Очень вкусно. Очень-очень-очень вкусно. Торт из Я не козы. могу сказать, что специфика ли это козы, или просто вкусно приготовленное, хорошо приготовленное мясо. Очень вкусно. Она прям тает. В прошлый раз была не такая. Не такая, Здесь прям знают толк в козе. знаю. Во-первых, я хочу сказать, что я в каком-то невероятном, пора сказать это слово, еще сегодня, я не знаю, звучало оно или нет, Сегодня нет. в невероятном восторге от этой козы. Очень вкусно. А во-вторых, ресторан, слышите, да? Мы пришли сюда, здесь играла музыка, было тихо, потихоньку столики наполняются, и все местные. Очень прикольно. Туристов нет, ну кроме нас. В основном местные приходят сюда поужинать, несмотря детьми? на шторм, погоду, да, с детьми. Как вы слышали? А? Как вы слышали?
Но коза просто вообще восторг. Начался дождь, но пока совсем не то, чем пугали в прогнозах. Хорошо бы, что так и погодка все-таки разбушевалась по полной программе. Хорошо бы до утра успокоилась.